right now we're going to have an exclusive interview with the governor of the Kursk region. I'm Patrick Lancaster, and right now we are in the village of Pogrebki, very near the Kursk-Sumy border front line in the Kursk region of Russia, where, of course, as we know, Ukraine came across the border in August and controlled over 1,500 square kilometers, and now they're almost completely pushed out by Russian forces. Russian forces say that's going to happen later this week, and we've got a very interesting situation here. We're on the ground reporting here, so make sure you catch the big report. But the governor of the Kursk region just showed up, and we're going to try to get an exclusive interview with him and find out exactly what the situation is in the Kursk region from the head of the Kursk region. This is going to be a very exclusive opportunity, and we're going to make it happen. He just pulled up, so let's get it done. Please like, share, subscribe. Remember, we're totally independent, crowdfunded journalists. You can support our work with the link on the screen or in the description. Also, make sure you go down to the pinned comments and click on the Substack link and subscribe to my Substack. We got so much coming. Александр Евсеевич, вот как раз не подстроено. Американский журналист Патрик Ланкастер. Да. Oh, you speak English? A little. Ah. I forget because no, I haven't practiced. Я чуть-чуть по-русски. Может, 60%. А я чуть-чуть a little in English. Without practice. Может быть, мы как раз вот, Патрик, на американскую западную аудиторию, да, может, мы как раз расскажем вот о белом списке объектов культурного наследия, о том, как, сколько у нас пострадавших. По-русски, English? Да. Можно по-русски. И каждый мой репортаж по-русски, субтитул и по-английски. По-русски мне проще, чем по-английски. Да, мы делаем белую книгу наших памятников, объектов культурного наследия, приграничных территорий, которые пострадали в результате действий нацистов. На память у нас уже их 48 в этом перечне. Значительная часть из них это, конечно, храмы. И вот сейчас я только что отцу Александру говорил, что очень переживаю за судьбу монастыря в Горнале. Это один из старейших монастырей, а вообще основан был еще в 17-18 веках. И очевидцы рассказывают, что когда они перешли границу, то первое, что сделали, прям прямой наводкой танк по монастырю начал стрелять. Монастырь стоит на пригорке. Вот. И сейчас, конечно, очень переживаем за его судьбу, потому что там они оборудовали укреппункт стратегически, понятно, на высоте. С высокой вероятностью за Горналь будут они сильно биться. Ну, верю, что Господь управит. Ну а этот перечень, который мы составляем, белую книгу, мы ее для чего делаем? Мы ее делаем, ну, во-первых, для того, чтобы самим понимать, что нам впереди восстанавливать. Во-вторых, для того, чтобы представить это и на международный суд, потому что рано или поздно это все равно произойдет. И вот уничтожение наших памятников, наших храмов, это ведь не только наши памятники, это же объекты мировой культуры. И, знаете, это в моем понимании, ну, просто варварство и дикость, потому что прямой наводкой, ну вот в Судже, совсем недавно они специально уничтожили здание Краеведческого музея. Это памятник 19 века. Прекрасно знали, что нет там никаких военных, что никакого стратегического значения оборонного не имеет. Ну вот специально они эти удары наносят. Памятники эти все. Сейчас уже каким-то есть доступ, каким-то, когда еще не было, брали у военных аэрофотосъемку. Вместе с Центром исторической памяти при президенте делаем это вместе с ВАПИК, с Российским обществом охраны памятников истории и культуры. Ну и, конечно, все это будем восстанавливать. Вот совсем недавно прошел совет по культуре при президенте, где как раз руководитель ВАПИК, Общество охраны памятников истории и культуры, он сейчас работает здесь, у нас на Курской земле, в Рио, моего заместителя, сам вызвался прийти сюда работать. И вот он поднял как раз вопрос и обратил внимание президента на то, что очень важно в рамках будущей программы, которую сейчас мы делаем по восстановлению приграничья, не забыть и наш объект культурного наследия. И президент, конечно, это всемирно поддержал и сказал о том, что это очень-очень важно. Потому что
Да, конечно, и инфраструктура, и дороги, и газ, и свет, и объекты социальной сферы, и поликлиники, и дома культуры, и, конечно, школа, вот у меня за спиной полуразрушенная. Все это будем делать, все это, ну, без этого просто жизни не будет. Но есть вещи, которые нас связывают с нашей историей, с нашим прошлым, с нашими предками. И объект культурного наследия, вот памятники, история, культура, архитектура — это то, без чего невозможно существование человека и без чего невозможно существование нации и страны. Потому что это та связующая нить, которая у нас есть. И когда ты задумываешься, понимаешь, 100 лет тому назад, 200, 300 это построили, сколько поколений за это сменилось. А это вот такие безмолвные свидетели нашей истории. И, конечно, это огромная беда, что часть из них разрушена, но все их будем воссоздавать. Ну а там, где можно, восстанавливать и реставрировать. Вообще с чем сталкиваетесь и вот какое количество вообще пострадавших мирных жителей в результате вот украинской агрессии как таковой? Знаете, мы как раз запросили официальную информацию военного следствия, потому что уголовные дела возбуждают и расследуют они, и оценку всех этих событий дают в первую очередь военные следователи, военные прокуроры. Но могу сказать, что, конечно, число пострадавших очень и очень велико. И погибших, и мы сегодня эту цифру не можем назвать, просто потому что еще даже не отовсюду вывезли и тела, и не везде их еще нашли. И понятно, что в первую очередь из освобожденных населенных пунктов вывозим людей, тех, кто еще, слава богу, жив, не всегда здоров, к сожалению. Всем им нужна медицинская помощь, психологическая уж точно. Но там, где, конечно, эвакуируем тела, но там, где это позволяет безопасность, потому что класть людей, ну, во всех смыслах неправильно. Очевидно, что счет этот большой. Я много общаюсь, разговариваю с людьми, которых эвакуируют из освобожденных территорий, слушаю их рассказы о тех ужасах, которые пришлось пережить, и о зверствах, которые творили оккупанты. Ну, знаете, 80 с лишним лет назад здесь у нас нацисты немецко-фашистские творили зверства над мирным населением. И есть у нас села, деревни, где уничтожали полностью все население, включая грудных детей. В Железногорске есть мемориальный комплекс, где всех жителей, включая годовалых детишек, всех уничтожили. И вот прошло 8 с лишним десятилетий, и история повторилась, и снова нацисты, и снова зверства, и снова казни, пытки, издевательства над мирными нашими жителями. И снова воины света, которые бьют нацистов, освобождают свою родную землю. И вот опять все промыслительно. Вот так же, как нынешние нацисты повторяют зверства своих духовных, если можно так сказать, конечно, если душа у них есть, предшественников, вот так же и сегодняшние наши воины, они многие повторяют подвиги, которые герои Великой Отечественной войны совершали. Скажите, пожалуйста, еще один вопрос. Еще один аспект, будем говорить, геноцида населения, мирного населения Курщины, это не оказание медицинской помощи в достаточном количестве. Я знаю, например, примерно, что в той же Казачьей Локне вот, мне местные жители рассказывали, что за вот это время оккупации при уменьшившемся чуть ли не в 2 или в 3 раза населения умерло, там, по-моему, 14 человек, если не ошибаюсь, из местного населения. Насколько выросло количество умерших вот в результате неоказания медицинской помощи? Есть понимание? Нет, этих цифр пока нет. И повторюсь вновь, называть их будет уполномоченная на эту структуру военное следствие, потому что уголовные дела расследуют они. Но вы правы в том, что, конечно, часть людей, к сожалению, мирных жителей, умирала именно в результате неоказания медицинской помощи. Среди жителей было много немолодых людей, стариков, много было тех, кто нуждался в постоянной помощи, и онкологические заболевания, и просто без лекарств, без поддержания люди, конечно, увы, умирали. И нам предстоит еще
очень много людей перехоронить, перезахоронить. Все это звенья одной преступной цепи. Спасибо. Спасибо большое. Будет пытаться покажи мир. Мы уже давно работаем в этой... Батюшка, я поговорю с военными, но здесь, потому что, я поговорю с военными, вам обещаю. Ну, батюшка, неделя-другая нам погода не сделает. Вот эти порождения за ним встречаю, у вас его отобрать нельзя, да? Это Брэдли, да? Это Брэдли. American tax money here in this small village. Как это здесь? Что произошло здесь? Ну, что произошло, наверное, расскажут военные. Но были здесь сильные бои. И как раз Погребки освобождали как раз уже в декабре, в конце года, по-моему. Да, в конце года как раз я приступил к работе. Бои были очень сильные, очень жестко сопротивлялся враг, но выбили. Ну, а это вот наглядная техника. Здесь, да, много ездите, наверное, видите. Настоящий интернационал. Вдоль дорог, в селах стоит техника из разных стран. Ну, а у нас, если вы еще не были, обязательно съездите на нашем мемориале Курской битвы в Понырях. Там небольшая выставка как раз из трофейной техники из разных стран мира. И там, прям вся география. И американская, и французская, и английская техника, и немецкая. Какой там только нет. Но путь ее бесславен. И финал закономерен. Кто с мечом к нам придет, меча и погибнет. Мы сюда их не звали. Они на нашу землю вторглись. Да, ваши сограждане прямую здесь не участвуют в боевых действиях, мы это понимаем. Но техника есть. И сколько из этой техники уничтожено наших людей, можем только предполагать. Но очень надеюсь на то, что сейчас перемены, которые и в США происходят, они все-таки приведут к тому, что мы никогда больше не увидим американскую технику на нашей земле, только если на совместных парадах. Потому что в 1945-м вместе громили нацизм. Ну а сейчас видите как. Можно сказать, где мы находимся сейчас? Мы находимся в селе Погребки Суджанского района Курской области. Ага. Вы знаете, как ближе назад украинский был здесь? Когда они были здесь? Ну, после августовских событий, в августе они сюда зашли. И последний раз? Когда они уезжают? В декабре. Декабре. В декабре. Да? Ага. Сейчас у нас с вами уже апрель. Ну, считайте, 5 месяцев назад их отсюда выбили. Ага. Выбили, причем, как мне рассказывают военные, бои были очень сильные. Они очень сильно здесь оборонялись, но финал закономерен. Это вот тоже, кстати, очень важно, что они не просто там уходят, они понимают, что они уйдут, минируют поля, дороги, кладбища, дома. Кладбище, да? Даже кладбище минируют. Да? Они Зачем? затем, чтобы после себя оставить смерть. Потому что они же понимают, что люди будут возвращаться. Мы сейчас закрыли въезд сюда для гражданского населения, потому что разминировать территорию, ну здесь сейчас уже, слава богу, безопасно, поэтому мы можем находиться с вами. Но огромное количество минных полей оставлено. Ну и продолжают они забрасывать сверху и кассетные боеприпасы, колокольчики, мины-ловушки, потому что не могут они успокоиться своим поражением и с тем, что землю нашу от них мы очищаем. Вам спасибо, рассказывайте правду, как на самом деле здесь. Да, Своими точно, глазами точно. все. Ничего вам не навязывать не будем, ничего. Никто вам никаких картинок рисовать не будет. Вот чего есть, то и показывать. Вот. Мы вообще ничего не скрываем. Это что я пытался каждый раз покажи моим подписчикам, что реально есть. Нету нарратив, нету ничего, просто правда. Показывайте, как оно есть. Да. Я профессиональный журналист, поэтому я хорошо понимаю эту работу. И всегда считал и считаю, что задача журналиста — включать в темной комнате свет.
И они можно полный представить себя? Да, я Александр Khinshtein, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области. All right, we had this great opportunity. God brought us here to meet with the governor of Kursk at the spirit of the moment, and we've shown you this exclusive interview with him. We got so much coming, so much coming. Make sure you see the other reports coming out of this village and beyond. So please like, share, and subscribe. Now we're going to try to fly our drone above. It might get shot down, might not. We'll have to see. But we got so much reports coming. Please like, share, subscribe, go down, support my work with the link in the description or on the screen, and also subscribe to my Substack free blog. We've got so much to come.